Мать Сяо Яня. Кто она и откуда? Довольно таинственная личность. О матери Сяо Яня известно подозрительно мало. Мы знаем его отца, Сяо Джаня, знаем его историю и даже то, как он исчез из жизни сына. Но о женщине, которая подарила Сяо Яню жизнь, почти ничего не рассказывают. И все же именно она оставила после себя вещь, которая навсегда изменила судьбу Сяо Яня – загадочное кольцо. Это было не просто украшение. Внутри него долгие годы скрывалась душа Яо Лао, одного из величайших алхимиков мира. Но возникает главный вопрос: откуда у матери Сяо Яня вообще взялось это кольцо? Почему именно оно оказалось у нее, а затем перешло к ее сыну? В экранизации этот момент практически не раскрывается, но существует фанатская теория, что она могла быть связана с кланом, который считается врагом всего сущего. Потому что тайна матери Сяо Яня связана не просто с прошлым его семьи, она напрямую ведет к клану Хунь и самому императору Хунь Тяньди. Как говорится в некоторых китайских источниках, мать Сяо Яня, Гу Вэньсинь, внешне была лучшей ученицей Яо Чэня. Она была несправедливо обвинена и покончила жизнь самоубийством из-за инцидента в павильоне падающей звезды. Однако на самом деле она была ключевым членом клана Хунь. Много лет назад император Душ, чтобы осуществить свои многовековые амбиции, подставил ее в качестве пешки в семью Сяо, нацелившись на древний императорский нефрит Тоше, который семья Сяо защищала на протяжении поколений. Ее встреча с Сяо Джанем не была случайной. Гу Вэньсинь, тяжело раненая сирота, была спасена Сяо Джанем, и постепенно между ними возникли чувства. В конце концов, они поженились. Позже, разрываясь между долгом и истинной любовью, она переживала тяжелые испытания, особенно после того, как забеременела Сяо Янем. Материнские инстинкты заставили ее тайно восстать против планов клана Хунь. Кольцо, которое она оставила своему сыну, хранило в себе тайну. Это, казалось бы, обычное кольцо леденящего пламени не только вмещало душу Яо Чэня, но и содержало особые руны клана Хунь. Именно поэтому могущественные фигуры Зала Душ, неоднократно видя это кольцо у Сяо Яня, ничего не могли обнаружить. Они должны были проявить милосердие к Сяо Яню, чувствуя через кольцо особую связь Сяо Яня с кланом Хунь. Однако мало кто знал об этой родственной крови. Удивительный талант Сяо Яня тесно связан с этим. Его необычайный гений, достигший уровня Доудже в 11 лет, был обусловлен не только родословной семьи Сяо, но и уникальной родословной клана души матери Гу Вэньсинь. Она даже пожертвовала своей собственной родословной, чтобы слиться с родословной Сяо Яня, создав для него беспрецедентную основу для совершенствования. Эта жертва в конечном итоге раскрыла свою истинную ценность в битве между двумя императорами. Когда император Хунь Тяньди обнаружил, что его подчиненный, которого он взращивал 1000 лет, тайно передал половину своих ресурсов Сяо Яню, все было предопределено. И все это стало результатом великого выбора матери. Гу Вэньсинь своей жизнью воплотила величие материнской любви. Она освободилась от участи пешки, пожертвовав собой, чтобы проложить путь для своего сына к Доуди. В этом мире, полном борьбы, именно эта материнская любовь, преодолевающая вражду и кровные узы, в конечном итоге изменила облик всего континента Доуци. Задолго до рождения Сяо Яня его мать Гу Вэньсинь получила кольцо, которое впоследствии изменило судьбу ее сына. Когда-то это кольцо принадлежало Яо Чэню. После одного из столкновений с кланом Хунь оно оказалось связано с его душой, а сам Яо Чэнь решил спрятать его от тех, кто мог попытаться завладеть наследием великого алхимика. Однако обстоятельства заставили его временно передать кольцо человеку, которому он доверял. Так оно оказалось у матери Сяо Яня. Она прекрасно понимала, что кольцо необычное, но не знала всей его тайны. Для нее оно было лишь старой реликвией, которую нельзя было отдавать посторонним. Со временем кольцо осталось у нее, а затем стало одним из немногих предметов, которые она решила сохранить для своего будущего ребенка. После рождения Сяо Яня она все чаще понимала, что ее прошлое может однажды обернуться против сына. Поэтому Гу Вэньсинь заранее решила оставить ему не только кольцо, но и возможность получить защиту, о которой сам Сяо Янь даже не подозревал. Когда Сяо Янь был еще ребенком, мать сама надела кольцо ему на палец. Она не стала рассказывать, откуда оно взялось и почему его нельзя терять. Она лишь сказала, что это ее вещь, и однажды она может ему пригодиться. Сяо Янь тогда не придал этому значения. Он даже не представлял, что внутри кольца уже находилась душа Яо Чэня.
Его мать передала сыну не просто старое украшение, она оставила ему последнюю связь с человеком, способным изменить его судьбу, и одновременно спрятала в его руках тайну собственного прошлого. «Ты все-таки решила передать его ему?» Позади нее неожиданно раздался голос. Женщина не обернулась. «Да. Ты понимаешь, что это означает?» Она слегка сжала кольцо. «Понимаю». Перед ней стоял Яо Чень. Когда-то это кольцо принадлежало ему. Однако много лет назад, еще до того, как его душа оказалась запечатана внутри него, кольцо было связано с женщиной, которой он доверял больше, чем кому-либо. «Почему именно Сяо Янь?» – спросил Яо Чень. Женщина посмотрела на сына. «Потому что однажды он может оказаться в опасности». «Это всего лишь предположение?» «Нет». Она покачала головой. «Я знаю, что однажды прошлое найдет его». Яо Чень нахмурился. «Ты говоришь о своем прошлом?» Женщина промолчала. Она посмотрела на кольцо. «Я боялась того, что оно может привлечь. Много лет назад все произошло совсем иначе. Тогда она еще не была женой Сяо Джаня. Она была одинокой девушкой, тяжело раненой после столкновения с могущественным противником. Ее тело почти не выдерживало, а преследователи уже приближались. В тот момент она была уверена, что умрет. Но именно тогда появился Сяо Джань. Он не знал, кто она такая, не знал, откуда она пришла, и уж тем более не знал, какие тайны скрываются за ее прошлым. Он просто увидел раненую девушку и решил спасти ее. Позже, когда она пришла в себя, первое, что она увидела, был Сяо Джань. А спустя несколько лет, перед смертью, она отдала это кольцо Сяо Яню. Сяо Янь взял кольцо. «Почему ты отдаешь его мне?» На этот вопрос она не ответила сразу. Она лишь поправила волосы сына и тихо сказала: «Потому что однажды я могу оказаться не рядом с тобой». «Мама, ты куда-то собираешься?» «Нет». Она улыбнулась. «Просто обещай мне одну вещь». «Какую?» «Никогда не выбрасывай это кольцо и не снимай с пальца». Сяо Янь кивнул. «Обещаю». Женщина надела кольцо ему на палец. В тот момент она почувствовала едва заметное движение внутри кольца, но ничего не сказала. Она знала, что однажды душа Яо Ченя пробудится, и тогда судьба ее сына изменится навсегда. «Запомни, Янер». Она нежно посмотрела на него. «Иногда самые обычные вещи скрывают самые большие тайны». «Какие тайны?» Женщина улыбнулась. «Когда-нибудь узнаешь». Она не могла сказать ему правду, и уж тем более не могла рассказать о своем прошлом. Поэтому она лишь крепко обняла сына. А спустя много лет, когда Сяо Янь увидел Яо Лао, когда тот пробудился, для Сяо Яня началась совершенно новая жизнь. Самое удивительное заключалось в другом. Если кольцо действительно изначально принадлежало Яо Ченю, то каким образом оно оказалось у матери Сяо Яня? И почему именно она в итоге решила передать его своему сыну? Возможно, ответ на этот вопрос связан с ее происхождением гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Напишите в комментариях, как вам такие мысли. Большое спасибо за просмотр и всем пока!